Мои поздравления! Вы наконец-то нашли мастер-класс на эту трендовую и всеми любимую сумочку Beauty. Несколько месяцев назад я загорелась моделью этой сумочки, но мне никак не удавалось найти ни мастер-класса в русском сегменте, ни просто банальной схемы. Но спустя время я все-таки нашла ее на зарубежном YouTube-канале. И я была бы не я, если бы я не упростила ее и не добавила некоторые изюминки. Ссылки на материалы, которые я использовала, я оставлю в описании под видео. А за свои старания я прошу вас поставить лайк, ведь вам это ничего не стоит, а мне так приятно. Подписки и комментарии тоже одобряем, ведь я могу быть очень полезной. Ну что ж, а вы на канале Жуэндо, с вами Юля, и давайте свяжем эту красотку. Я буду использовать хлопковый шнур 3 мм без сердечника, фирма Saltera. На сумочку у меня уйдет 3 неполных моточка. Длина пряжи составляет 120 метров, вес 300 грамм. По желанию вы можете заменить пряжу, которая будет полегче, но учтите, я заказывала разные виды пряжи, тоже 3 мм, но ширина их абсолютно разная. Кстати, этот цвет не бордовый, а молочный 235. Заказывала я ее на ВБ, артикул оставлю в описании. Крючок нам понадобится 7 мм, но можно использовать и пятерку. Также пригодится 2 маркера. Цепочка облегченная, пластиковая. Взяла ее, чтобы не утяжелять сумочку, и, ко всему прочему, у меня аллергия на металл. Звенья регулируются по длине, и также у нее есть 2 карабинчика. Золотая металлическая молния 50 сантиметров, но по факту нам понадобится всего лишь 40. Ну что ж, поехали. Вначале мы делаем первую воздушную петельку. Это будет нулевая петля, которая не будет входить в наш счет. Подтягиваем ниточки, мы формируем первый узелок. Далее набираем 42 воздушные петли. И в конце делаем еще одну петлю подъема. Что делаем дальше? Если посмотреть на косичку снизу, то мы увидим вот такие вот перемычки. Они выглядят как мостики. Вот их мы и будем провязывать. Первым пропускаем, а вот во вторую провязываем столбик без накида. В первом ряду будет немного сложновато, но потом пойдет полегче, я обещаю. Таких столбиков нам нужно будет провязать 42 штучки до конца ряда. Не пропускайте ни одну петельку. И главное, никуда не торопитесь, наслаждайтесь процессом и помните, что в конечном итоге мы будем потом щеголять с этой сумочкой, радовать себя и окружающих. В конце ряда у нас останется свободный хвостик. Я предлагаю его просто ввязать в полотно, чтобы он нам не мешался. Проложите его вдоль полотна и обвязывайте рабочей нитью. Торчащие кончики просто потом обрежем. Забыла сказать, на протяжении всего вязания мы будем вести подсчет, но в этом есть тоже свои плюсы. Мы дадим своей голове отдохнуть и избавиться от негативных мыслей. Ладно, хватит болтовни, давайте продолжать. Разворачиваем вязание. Первый столбик пропускаем, а во вторую вяжем соединительный столбик за заднюю полупетлю. Затем вяжем 9 столбиков без накида за заднюю полупетлю. Далее провязываем прибавку. Вяжем 1 столбик и туда же провязываем второй столбик. Затем провязываем одинарный столбик и снова прибавка. При помощи прибавок мы будем формировать подковообразную форму. Далее провязываем 1 столбик и помечаем его маркером. Это был первый столбик. Затем провязываем еще 13 столбиков, то есть на центральную часть нашей сумочки я отвела 14 столбиков без накида.
крайний 14 столбик помечаем маркером. Эти столбики у нас всегда будут неизменны, их не будет затрагивать ни одна прибавка. Далее оставшиеся петли провязываем в зеркальном отображении. То есть вяжем прибавку, затем одинарный столбик, снова прибавка, и довязываем оставшиеся 9 столбиков. Предпоследнюю петлю вяжем соединительным столбиком, на крайнюю не обращаем внимания. Разворачиваем вязание. Пропускаем первую петлю и вяжем во вторую полупетлю. И также захватываем полупетлю с предыдущего ряда ровно на том же уровне. И провязываем соединительный столбик. Отныне мы будем вязать столбики именно таким образом. Так наша сумочка будет вдвойне плотнее. Этот ряд мы будем провязывать просто по рисунку, без прибавок. И в нем у нас вновь восстановились наши 42 столбика. Кстати, как вы могли заметить, каждый раз в начале и в конце ряда мы будем провязывать соединительный столбик. Но пока еще не торопитесь, я вам покажу один маленький нюанс. Сейчас будьте внимательны. Вот я провязываю первый столбик, а затем второй. Но у нас пропала петелька с предыдущего ряда. Все потому, что там была прибавка. Поэтому, смотрите, там, где в предыдущем ряду была прибавка, мы по 2 столбика вяжем за одну полупетлю предыдущего ряда. И так мы будем провязывать все прибавки из предыдущего ряда в ряду, в котором мы не будем никакие прибавки делать. Вот сейчас у нас нарисовалась та же картина. 2 столбика, а в предыдущем ряду только одна полупетля. Провязываем первый столбик, а затем второй в ту же самую петлю предыдущего ряда. Так наши прибавки будут выглядеть с лицевой стороны. Кстати, да, это лицевая, она ровненькая. Далее провязываем 14 столбиков, не забывайте перемещать маркеры. Вот мы первый провязали и переодеваем маркер на нашу новую петельку. Провязывайте оставшиеся столбики до маркера. Довязываем оставшийся 14 столбик и выносим маркер на новый ряд. Сейчас мы подошли к зеркальному отражению нашего рисунка. Вспоминаем все, что я говорила про прибавки и полупетли из предыдущего ряда и довязываем этот ряд до конца. 2 столбика за одну полупетлю предыдущего ряда в тех местах, где у нас были прибавки. А для тех, кому нужно еще больше конкретики, сейчас слушайте внимательно. В изнаночных рядах без прибавок мы будем провязывать 13 боковых столбиков, 14 центральных и 13 боковых столбиков, не считая соединительных столбиков.
И сейчас мы подошли к последней петельке. Самая-самая крайняя не считается, это разворотная. Провязываем соединительный столбик и разворачиваем вязание. Первую петлю пропускаем, во вторую вяжем соединительный столбик. Не забываем про петли предыдущего ряда. Таким образом, при помощи соединительных столбиков мы будем формировать косую линию. Сейчас начинаем вязать 8 столбиков без накида. До этого вязали 9, сейчас 8. Наши столбики будут перемещаться. Далее делаем прибавку. Провязываем один столбик, затем второй туда же. Сейчас провязываем уже не один, а 2 одинарных столбика. И снова прибавка. 1 и 2. Переходим к вязанию центральных 14 столбиков. Провязываем первый и переодеваем маркер. Довязываем оставшиеся 13 столбиков. Подходим к маркеру, снимаем его и провязываем 14 столбик за заднюю полупетлю. Надеваем маркер. Оставшуюся боковую часть вяжем зеркально. Прибавка. 1 и 2. Далее 2 одинарных столбика. И снова прибавка. И довязываем 8 оставшихся столбиков. Довязываем 8 столбик, а следующую вяжем соединительным столбиком. Самую-самую крайнюю петельку мы не трогаем. Разворачиваем вязание. Первую петельку пропускаем, во вторую вяжем соединительный столбик. Далее вяжем 13 столбиков до маркера, 14 центральных и 13 с другого края. Этот изнаночный ряд мы вяжем без прибавок, вяжите без меня. И не забывайте, как мы вязали столбики, где были прибавки. Помним, на 2 столбика приходится 1 полупетля предыдущего ряда. Новый ряд. Первый пропускаем петлю, во вторую вяжем соединительный столбик. И начинаем провязывать 7 столбиков без накида. Провязываем прибавку. И 3 столбика. И завершающая прибавка перед центральной частью сумочки. Как вы могли заметить, наши столбики постоянно смещаются. Вначале у нас было 9 столбиков прибавка, 1 столбик прибавка. Затем было 8 столбиков,
2 столбика и прибавка. В этом ряду было 7 столбиков, прибавка, 3 столбика, прибавка. То есть наши столбики постоянно будут смещаться. Мы будем играть все время 10 столбиками, не учитывая прибавок. Центральные 14 столбиков всегда будут неизменны, а левую часть мы всегда будем вязать зеркально. Продолжаем. Провязываем первый столбик центральной части сумочки и переносим маркер. Довязываем оставшиеся 13 столбиков. Всего их всегда будет 14. Не забываем об этом. Провязывайте их без меня. Встретимся у маркера. Что ж, у меня уже все готово. Осталось довязать оставшуюся часть. Провязываем прибавку. Затем 3 столбика. И снова прибавка. И довязываем оставшиеся 7 столбиков. И последний соединительный столбик. Разворачиваем работу. Изнаночный ряд провязываем без прибавок, без меня. Новый ряд провязываем соединительный столбик, а далее вяжем 6 столбиков без накида. Провязываем прибавку. Далее 4 столбика без накида. И снова прибавка. Четырнадцать центральных столбиков провязывайте без меня. Теперь снова прибавка. Четыре столбика без накида. И снова прибавка. Довязываем оставшиеся 6 столбиков. И крайний соединительный столбик. Разворачиваем работу. Изнаночный ряд без прибавок вяжите без меня. Новый ряд. Соединительный столбик. Помним, первую косичку мы пропускаем. Сейчас вяжем 5 столбиков без накида. Прибавка. И снова 5 столбиков без накида. И прибавка. Четырнадцать центральных столбиков провязывайте без меня. Далее вяжем прибавку. Пять столбиков без накида. Снова прибавка. И 5 столбиков без накида.
Крайний столбик вяжем соединительным. Разворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжите без меня, без прибавок. Новый ряд, соединительный столбик. Далее вяжем 4 столбика без накида. Прибавка. И затем 6 столбиков без накида. Затем снова прибавка. Четырнадцать центральных столбиков провязывайте без меня. Вяжем прибавку. Шесть столбиков без накида. И снова прибавка. Довязывайте оставшиеся 4 столбика. Крайний провязываем соединительным столбиком. Изнаночный ряд провязываем без прибавок. Внимание! Что мы делаем дальше? Центральные прибавки мы будем продолжать делать, те, которые находятся рядом с маркером, а угловые мы уже перестанем делать. Таким образом мы будем продолжать закруглять нашу сумочку, но при этом наращивать объем. Поехали дальше. Первый столбик, как обычно, мы провязываем соединительным. Далее вяжем 11 столбиков без накида, не довязывая, получается, одну петельку до маркера. И провязываем прибавку. Четырнадцать центральных столбиков вяжите без меня. С этой стороны мы делаем то же самое. Вначале провязываем прибавку. И довязываем 11 столбиков. Крайнюю петельку провязываем соединительным столбиком. Разворачиваем. С изнаночного ряда провязываете без прибавок. И, кстати, по боковым сторонам у вас выйдет по 12 столбиков. Новый ряд. Провязываем соединительный столбик. И теперь 10 столбиков без накида. И снова прибавка. Четырнадцать столбиков провязывайте без меня. Сейчас вяжем прибавку.
и 10 оставшихся столбиков. Крайнюю провязываем соединительным столбиком. Разворачиваем. Изнаночный ряд вяжите без меня, без прибавок. Новый ряд. Соединительный столбик. Затем вяжем 9 столбиков. И прибавка. Четырнадцать столбиков вяжите без меня. Далее вяжем прибавку. И 9 оставшихся столбиков. В конце провязываем соединительный столбик. Разворачиваем. С одной стороны вяжите без прибавок. По боковым сторонам у нас уже выйдет по 10 столбиков. Новый ряд. Провязываем соединительный столбик. А затем 8 столбиков. И прибавочка. Четырнадцать столбиков вяжите без меня. Сейчас провязываем прибавку. И 8 столбиков. Крайний соединительный столбик. Разворачиваем. Следующий ряд без прибавок. По боковым сторонам уже выходит по 9 столбиков. Новый ряд. Соединительный столбик. И теперь вяжем 7 столбиков без накида. И снова соединительный стык. 14 столбиков вяжите без меня. Вяжем прибавочку. И довязываем 7 столбиков. Крайнюю провязываем соединительным столбиком. Разворачиваем. Следующий ряд вяжем без прибавок. По боковым сторонам уже выходит по 8 столбиков. Что ж, мы подошли к финишной прямой. Последний ряд провязан. Сейчас ниточку немножечко вытаскиваем и обрезаем ее.
Ее в конечном итоге мы вяжем в полотно. Осталось нам сделать обвязку по кругу. Разворачиваем сумочку на лицевую сторону. Обвязку мы начнем делать с правого уголка. И будем провязывать вот так вот по кругу от одного уголка к другому. Центральную провязывать не будем, потому что там у нас уже все аккуратненько. Если вдруг вы запутались, где лицо, а где изнанка, с лицевой стороны у нас петельки располагаются ровненько, а вот с изнаночной стороны у нас образована ступенечка. Это мы оставим на изнанке. Приступаем. Находим вершинку нашего уголка и вводим туда крючок. А далее наша задача будет провязывать столбики вершинки, которые образовались при разворотных рядах. Но и не забываем про впадинки между ними, чтобы обвязка была плотной. То есть мы будем провязывать в пике и впадинки. Берем нить от мотка, прикладываем. И будьте крайне осторожны, ведь я снесла свой ноготь. Ладно, хватит слез. Вводим крючок в самую вершинку, подхватываем нить и вяжем первую воздушную петлю. Ниточку, вернее хвостик от мотка прокладываем вдоль полотна, будем ввязывать, чтобы впоследствии не пришлось заправлять. И вначале провяжем первый столбик в падинку. Вначале туда провяжем. Не забываем ввязывать хвостик. Следующий провязываем вершинку. Немножечко углубите, чтобы ваша обвязка не скакала. Далее впадинка и немножечко кверху, к самому краю вводите крючок. Затем снова вершинка. И немножечко углубляем, чтобы все у нас было ровненько. Опять впадинка, но ближе к краю. И вершинка. Тоже углубляем. И вот таким образом нам нужно будет провязать закругление с двух сторон. Советую вести подсчет столбиков, в будущем это нам может пригодиться. Лично мне пригодилось. Так обвязывайте до конца разворотов. Что касается центральной части сумочки, здесь все намного проще. Мы подхватываем косичку за обе дужки и за полупетлю предыдущего ряда. Таким образом мы минимизируем эту ступеньку, то есть мы ее буквально полностью убираем. Кстати, а хвостик, который мы обрезали, уже по ходу дела ввязала его в полотно. Так мы будем обвязывать до следующих разворотов. И вот так это выглядит с изнаночной стороны. Продолжайте обвязывать сумочку до следующего уголочка без меня. Обвязку я закончила. Я провязала по кругу, и у меня вышло 78 петель. У вас может выйти чуточку больше или чуточку меньше. Сейчас наша задача ввязать бортик в центр нашей сумочки для последующего вшивания замочка.
Заходим с лицевой стороны с правого уголочка. Провязываем столбик без накида в заднюю полупетлю. Это будет наш первый столбик. Затем провязываем второй столбик за заднюю полупетлю. Третий столбик. Четвертый столбик. Таким образом обвязывайте до следующего уголочка. У нас должно выйти 42 петли, как и было изначально набрано. Довязываем крайний столбик. Примерно так вот это должно выглядеть на данном этапе. Делаем петлю и разворачиваем. Провязываем второй ряд. Подхватываем за обе дужки и провязываем столбик без накида. Затем второй. Точно так же подхватываем за обе дужки и провязываем столбик без накида. Провязывайте 42 столбика до следующего уголка. И затем провяжите еще один ряд, и всего их выйдет 3. Не могу показать третий ряд, потому что, к сожалению, фрагмент видео был утрачен. Теперь вам нужно связать ту же половинку. Надеюсь, я все понятно объяснила. Осталось уже совсем чуть-чуть. Сейчас мы будем вязать донышко. Я буду вязать его поперек, исходя из количества столбиков, которыми я обвязала сумочку. У меня выйдет 78 петель и плюс 1 подъемная. Если хотите избежать эффекта пузатой сумочки, тогда завяжите донышко вдоль и набирайте 8 столбиков и плюс 1 петлю подъема. То есть в моем случае мы будем располагать донышко вот в таком виде. Первый ряд. С обратной стороны косички пропускаем первую перемычку и провязываем столбик без накида во вторую перемычку. Провязывайте без меня 78 столбиков до конца ряда. Хвостик в конце ряда вяжите в полотно. Провязываем петлю подъема, разворачиваем работу. Второй ряд. Провязываем 78 столбиков без накида за заднюю полупетлю. Третий ряд. Делаем петлю подъема, разворачиваем и провязываем 78 столбиков без накида до конца ряда. А узор мы будем использовать тот, которым мы вязали две основные части наших сумочек. Четвертый ряд. Делаем петлю подъема и провязываем все 78 столбиков, захватывая по полупетле с 2 рядов. Вяжем так до конца ряда. Пятый ряд. Петля подъема, разворачиваем и снова вяжем 78 столбиков до конца ряда. Шестой ряд. Петля подъема, разворачиваем и вяжем 78 столбиков. Седьмой ряд. Петля подъема, разворачиваем и провязываем 78 столбиков. Ничего не меняется. Восьмой ряд. Провязываем петлю подъема, разворачиваем и вяжем 78 петель.
Завершающий 9 ряд. Провязываем петлю подъема, разворачиваем и провязываем оставшиеся 78 петель. Важно, советую именно на этом этапе, до того, как мы пришьем донышко, вшить молнию, иначе потом это будет очень сложно. Я знаю, мне пришлось расшивать сумку. Складываем детали лицевой стороной к себе. От донышка делаем петлю подъема и прикладываем его к одной половинке нашей сумочки. Заводим крючок в заднюю полупетлю донышка и также захватываем полупетлю предыдущего ряда, чтобы убрать этот бортик. У части сумки также захватываем только крайнюю полупетлю и провязываем соединительный столбик. Повторяем, захватываем за полупетлю в 2 рядах у нашего донышка и одну крайнюю полупетлю и провязываем соединительный столбик. Внимательно наблюдайте, как я это делаю. Вот такой аккуратный уголочек у нас получается. Так пришивайте до следующего уголка. Одна половинка сумочки пришита уже к донышку. Осталось нам пришить вторую. Складываем детали изнанка к изнанке, другими словами, лицевыми сторонами к себе. Вводим крючок куда-нибудь в уголочек донышка, чтобы закрепить нить. А далее проделываем всю ту же манипуляцию, что делали с другой стороны. Единственное, у донышка теперь нет этой ступеньки, поэтому я советую хотя бы через шаг подхватывать ниточку из предыдущего ряда, чтобы ваше дно сидело ровно и плотно и не перекашивалось, как это было изначально у меня, что впоследствии пришлось исправлять. К сожалению, на момент съемки видео я этого не делала, поэтому держите это в голове. Таким образом сшивайте донышко до следующего уголочка. Вот так наша сумочка должна выглядеть уже на данном этапе. Но я напоминаю, замочек нужно было вшить чуточку пораньше. Нам осталось обвязать уголочки нашей сумочки, чтобы она уже была аккуратной и сжённой, и нам было к чему крепить цепочку. К сожалению, здесь каких-то указаний я вам дать не смогу, но главная задача здесь сшить все детали вместе, чтобы они не перекосились. Единственное, что я могу посоветовать, так это взять крючок поменьше, так как крупным крючком довольно-таки тяжеловато завязывать. Если у вас есть какие-то идеи, как можно было бы обвязать, делитесь в комментариях. В конце обрезаем ниточку, высвобождаем ее и заправляем внутрь.
Осталось всего лишь закрепить цепочку. Кстати, я взяла всего лишь половинку. Я предлагаю закрепить карабины на столбиках обвязки, но вы можете сделать это так, как вам больше понравится. А я хочу напомнить вам про лайки и подписку, ведь это очень-очень помогает в продвижении моего канала и безумно сильно мотивирует меня создавать новые ролики и мастер-классы для вас. А наша сумочка готова, и я надеюсь, вы довольны своей работой. А с вами была Юля. Пока!